Сразу предупреждаю, что спать можно после обеда. Нельзя спать только мне. Но хочется. Поэтому я буду мучиться, а вы отдыхайте. Ладно? Потому что по заведенному режиму уже я после обеда все-таки прикладываюсь. Не годы сказываются, а вот так хочется. Так приятно, вот ничего не делать, покушал и расслабился. Да? Ну ладно, все. О временном нарушении функций организма. У многих людей происходит такое, потому что сила трансформации работает очень сильно. Функции больше не таковы, как так называемые нормальные, то есть они меняют функционирование, и тогда всегда первое впечатление – беспорядок. Но если можно внести в это тело нечто вроде спокойного терпения, которое ни о чем не беспокоится, то спустя некоторое время все приводится в надлежащий порядок. Так вот, речь идет о том, что при установлении стойкого контакта с супраментальной силой в вашем организме выявляются проблемные места, требующие нацеленной энергетической проработки. На что организм отвечает сопротивлением, которое вызывает временное нарушение функций ряда органов и систем, которые не следует считать заболеваниями. Да? Сохранять полное спокойствие, как процесс адаптации это следует понимать как процесс адаптации клеточных структур организма к функционированию в новой энергообменной среде. То есть организм ваш вовлекается в новые энергетические процессы, и поэтому костное сопротивление вот наших материальных структур вызывает, кажущийся беспорядок, недомогание и расстройство. Первые полгода с момента установления контакта стойкого с нисходящей энергией это просто обязательно должно быть. По сути, это начало глубинного процесса, который направлен на фундаментальное оздоровление всего вашего организма, как в психической, так и в физической сфере. Как правило, особое беспокойство вызывает нарушение сердечного ритма. Не беспокойтесь, сердце имеет столько степеней защиты, что способно биться, в общем-то, в ведре с физраствором. Его выкинуть в ведро с физраствором, он будет биться без вашего организма. Понятно? То есть этих самых аритмий, всяких, так сказать, расстройств ритма пугаться не следует, от них не умирают. Даже фибрилляции. Не пугаться. Я жил с этим более 10 лет, каждый вечер я все это испытывал в разных вариантах. Вот, настолько привык, что удивился, когда, став на путь, вдруг у меня это исчезло. Все, думаю, что такое? Вот, куда все это делось? Вроде как легче стало все-таки. Понимаете? Вот много интересных происходит вещей, связанных с состоянием организма, с его реакцией на работу вот той силы, которой вы намеренно открываетесь. Вот. В дальнейшем организм приспосабливается к новым энергетическим условиям, но при этом некоторые физиологические биохимические показатели, отражающие его работу, анализы, если вы сдадите, да, то они могут сильно даже отличаться от установленной нормы. Я называю это нормой среднестатистического покойника. Норма. Могут сильно отличаться они. Ясно? Там гемоглобин не то не то, биохимические показатели. Понятно, да? Что идет перестройка, организм пластично подстраивается под новые энергетические процессы. То есть этот организм или наше физическое тело, его, так сказать, костная структура должна породить новую жизнь. Поэтому организм должен быть максимально оздоровлен для того, чтобы родилось нечто принципиально новое. Но оздоровление идет, опять-таки, по линии энергетической. Но если вдруг в течение полугода, более полугода и дальше вы будете ощущать в организме, чувствовать какие-то проблемные места, обратитесь к врачу. Значит, сила супраментальная или божественная не в состоянии справиться с этой проблемой, и там сигнал СОС звучит.
ну там боли могут быть, дискомфорт, какие-то расстройства, идите к врачу, ясно? Но полгода не торопитесь, там может быть полный хаос в организме, все не так, а потом через полгода все нормально. У меня было вот так, как я говорю. Полгода все разваливалось, а потом все пришло в норму. То есть наводился порядок в организме. Но я думаю, что вы не новички уже, кое-что проходили, поэтому сейчас уже, если есть проблемные места, энергия дает о них знать. Ясно? Сигнал СОС звучит. Может что-то поправить уже с помощью врачебного вмешательства. Нет, да? Не надо, да. Вот ты мне такое письмо сегодня хорошее написал. Завтра я его прочитаю. Можно с утра? Можно чуть-чуть, одну страничку. Сегодня не буду, а завтра вот прочитаю. Одна страничка. Ты меня очень порадовала. Спасибо. Вот. О дыхании я уже говорил, существенно меняется вообще дыхание, физиология дыхания. Дыхание становится поверхностным, очень редким. Иногда вообще ты забываешь как бы дышать. Потом следует глубокий вдох и выдох. Один раз, если ты в минуту вдохнул и выдохнул, это может быть форсированный вдох и выдох, а окружающим кажется, что у тебя плохо с сердцем. Скажут: ой, тебе плохо? Да нет, просто я не дышал, а сейчас вот вдохнул и выдохнул. Вот и все. Неплохо. А наоборот, хорошо. Вот дыхание очень реагирует на энергетические изменения. И постоянно есть то, или этот незыблемый покой, этот предельный божественный покой, который больше всякого покоя, который только можно чувствовать. И в то же время знаешь, что скорость движения, скорость трансформации так велика, что ее невозможно воспринять материально. И действительно, вот новое состояние или ощущение себя в новом качестве – это ощущение такого благодатного динамического покоя. Что такое динамический покой? Ты понимаешь, что ты живой, это не покой мертвеца, но в то же время это фундаментальный покой. Живой покой, который действительно тебе не снился раньше никогда, ты не можешь это с чем-то сравнить, да, и как-то сопоставить. Именно по этим качествам, по движению и покою, Иисус своим ученикам рекомендовал распознать Отца. Они ему задали вопрос: как нам узнать Отца? А он говорит: это движение и покой. Вот если ты не пережил этого состояния, и говоришь по заученному, кто-то тебе там сказал, что это движение и покой, то это невозможно изобрести. Иисус говорил из того состояния, в котором он находился. Он говорит: это движение и покой. Когда вы в Боге, это живое движение и фундаментальный покой. Движение не шевеление, а имеется в виду, что ты ощущаешь движение вибрации, ощущение живой жизни в себе. И в то же время покой. То есть спокойная живая жизнь. Это и есть пребывание в божественном. Основной признак психофизический. А видение жизни такой, как она есть. В сравнении с божественным, это окружающей жизни, она производит впечатление безумия. И действительно, никакой разницы не чувствуется между тем, что люди называют безумием, и тем, что они называют разумным. Это комично. Разница, которую находят люди, подмывает сказать им: вы все такие, только в разной степени безумные. Сегодня телевидение нам дает эту возможность лицезреть во всех сферах человеческой жизни, везде. В той или иной степени безумно. Безумны все. Раньше, если бы я критериями
66-68 годов, когда я учился в медицинском институте, когда психиатрия, так сказать, вот, по учебнику Снежневского я учился, то вот, наверное, когда по телевизору этого не показывали, как-то было мало что видно вот, из безумия. Теперь безумие повсеместное, и тогда бы это, в общем-то, занесли справедливо совершенно в патологию, что этих людей надо изолировать, да, и изолировать как следует. Понятно? Вот сколько безумцев об Украине, 5 лет вот, говорят, вот сколько можно сходить с ума по одному и тому же вопросу? Вот сколько можно? И действительно, вот я повторю, может быть, вы слышали этот самый анекдот этот. Если российскому политологу отрубить голову, то она еще будет полчаса говорить об Украине. Голова. На Украине, наверное, то же самое. Если политологу украинскому рубануть голову, она полчаса будет о России вещать. Это безумие полное. А вот в отделе Скрипалей, помните, это было дело? Что бы было в советское время? Там просто сказали происки империалистов, и все. И тему бы закрыли. А тут вот эти вот падальщики, журналисты, они стекаются, мусолят, все. Боже мой, ну насколько надо просто измельчать и одуреть, чтобы изо дня в день, вот как мантру, какие-то заклинания совершенно, так сказать, безумные повторять, перепевать. Если вас это не удивляет, то вы еще в старом сознании. То есть диагноз ставьте, учитесь ставить диагноз земному человечеству, учитесь. Не осуждайте, но диагноз правильно поставьте. Как говорят, патологоанатом лучший диагност. Ну, в общем-то, вы и при жизни должны кое-что все-таки диагностировать в земном человечестве. До квантового скачка. Вот. Так я очень в созвучии со словами матери о современном мире. Если условно нормальному человеку, внезапно откроется видение человечества как гигантского дома ума лишенных, ну вот условно нормальный человек вот образовался, по пути не идет, но он условно нормальный. И если ему внезапно откроется это видение без защиты изнутри, да, то он вправду может сойти с ума. Вот просто сойдет с ума и все. Как-то на одной из передач, где приглашают самых разных, очень хорошо прогнозируемых крикунов и этих самых полемистов, где они обсуждают там Украину, Трампа, Сирию, еще там что-то обсуждают, пригласили одного человека. Ну, тогда он был еще порядочным человеком, но сейчас он опять вновь стал появляться, не знаю, то, что, может, он поумнел или наоборот. Вот, его как-то пригласили совершенно внезапно. Видимо, там кто-то заболел, но место пустое у стойки, там же надо, чтобы заполнено все это было. Пригласили, вот, и под заведенную пластинку каждый стал там что-то говорить. Он прислушивался, потом как конь в стойле, знаете, вот перед скачками, он начинает бить копытом, а ему там молчи, то есть дождались, пока у него прорвет, его прорвало, он говорит, вы что здесь все с ума посходили, что ли? Вот он мне понравился. И сразу рекламная пауза, то есть его немножко усмирили, пена вот та ушла, водички дали попить, может, там валерьянки, и больше долго не приглашали. Потом он появился в другом качестве, ну, какие-то другие вопросы, то есть поняли, ему тоже нишу можно найти. А так он рванул, вы что, здесь все с ума посходили? То есть он диагноз-то поставил и сам чуть с ума не сошел. Вот такие интересные вещи. Вот. Так что смотрите. Вот. А они-то на него поглядели как на ненормального. Эти-то, которые уже в ненормальности состоялись полностью. То есть вот дурак не может себе поставить диагноз, что он дурак. Вы знаете? Точно, он счастливый человек, дурак. Он диагноз себе не поставит, что он дурак. Это самые счастливые люди на свете. Если вы еще сомневаетесь, что вы умный и считаете себя дураком, у вас все в порядке. Ясно?
Вот. Так что много интересного. Так что общеевропейская психиатрическая клиника принимает это уже, все происходящее уже за норму. У нас тоже это норма. Вот этот психоз повсеместный. Понятно, почему это происходит. Сила давит. Сила давит, она направлена на то, чтобы как-то переформировать людей. Но если люди закрыты для влияния этой силы, то ее действие выражается в ускорении всех процессов. В организме процессов, сказать, в психической сфере. То есть люди в эмоциональном режиме психической деятельности начинают бегут впереди паровоза, начинают пребывать. То есть в эмоциональном режиме можно вообще любую глупость сделать, любую глупость сказать. Вот это и происходит. То есть неусвоенная сила, давление ее увеличивается, она вот этот эффект вызывает повсеместно. И от этого деться никуда нельзя. То есть вся планета наша превращается в огромную психиатрическую клинику. Все, надо закрывать все психбольницы, потому что это уже бесполезно. Их существование себя не оправдывает. Понятно? И вот в этой ситуации сегодняшней, хоть и существуют врачи, неврологи или психиатры, но уже пациенты и врачи, они неотличимы. Уже все. Вот настало то время, когда вот так сегодня. А просто нормальный человек, открывший свою истинную сущность и вырвавшийся, наконец, из этого повального общечеловеческого бедлама, глядя на все происходящее со стороны в качестве доброго зрителя, вот поучитесь быть добрым зрителем, при всей внешней трагедийности происходящего, вроде трагедии какие-то обсуждаются, да, он все-таки видит в этом еще и комизм. Поэтому невольно душа улыбается, глядя на все это. А иначе тут можно с ума сойти. Представляете, если все в трагедийном аспекте воспринимать, это все, конец. Смерти-то нет. Об этом надо помнить. И когда участники игры «Найди себя», то есть люди, заигрываются, в смысле не занимаются делом, а в своих этих игрищах полностью пребывают, то в таких случаях запущенных Господь учит людей исключительно кнутом. Болезненно, но учит. Пряник тут уже не поможет. Ведь именно психическое существо материализуется и станет супраментальным существом. Действительно, именно рожденная наша истинная сущность или психическое существо становится энергетической основой или энергетическим скелетом, вокруг которого вибрационно образуется новая, материальность, если хотите, да? То есть центр выходит на первый план, и он является основой кристаллизации новой структуры. Индивидуальность божественная, она вначале духовная, а потом, когда сливается со всем сущим, она становится божественной индивидуальностью. Вот наша истинная сущность, она должна пробудиться, выйти на первый план, а потом уже следующим этапом вокруг нее образуется новая структура, новое сознание, совершенно, новыми способами взаимодействия с окружающим миром. И тогда я поняла, почему был убран ментал и витал этого тела, и было допущено психическое существо. Все сложности, которые приходят от витала и ментала, которые добавляют свои впечатления, свои тенденции, все это ушло. Тогда я поняла, это так, супраментальным существом должно стать наше психическое существо. В основе новой жизни, новой структуры, носителя жизни вечной, лежит наша душа, рожденная или психическое существо, вышедшее на первый план. То есть это основа. Основа. Вот. Это божественное присутствие в нас, которое с самого рождения в нас присутствует, но, увы, лишь у редких экземпляров достаточно зрелая истинная сущность способна при сознательном выборе вариантов ее реализации, способна выйти на первый план и принести духовный плод. Все мы имеем душу, но, увы, она у большинства подавляющего забаррикадирована сильнейшими бетонными такими эгоистическими наслоениями. Нет. Вроде бы есть и нет.
переживает смерть как раз психическое существо. Если оно материализуется, это означает ликвидацию смерти. Но ликвидируется лишь то, что не соответствует истине. Вот что уходит. Все, что не способно преобразиться по образу психического существа и считать его частью. Это на самом деле интересно. Так вот, наша истинная сущность или божественная сущность, которая не раскрывается в течение земной жизни, со смертью физического тела также претерпевает, условно говоря, смерть. То есть без памяти вновь возвращается в следующем воплощении в тело, и опять начинается вот этот тягостный земной путь. Да? Но как если оно выходит на первый план в течение земной жизни, если оно рождается в результате нашей работы на пути сознательной эволюции, то мы доподлинно знаем, что то, что мы называем собой, всегда было, есть и будет. То есть наш ангел-хранитель, мы с ним породнились, мы, в общем-то, ощущаем себя действительно в состоянии психологического бессмертия. Но психологическое бессмертие – это еще только потенциальная возможность трансформировать психологическое бессмертие в подлинное, то есть способность существовать на любом плане бытия после оставления тела без потери памяти и индивидуальности. Так что рождение в духе еще не означает конец пути. Понятно, наверное, что родившиеся в духе могут, и если не полностью не реализовали свой духовный потенциал, возвратиться на землю, то есть там повторные рождения могут быть, много, может быть, разных уже вариантов в духовной реализации, гораздо более широких вариантов, да? Вот. Но, тем не менее, видимо, при квантовом скачке эволюции, когда он состоится, те, кто родились в духе, в этом земном воплощении или когда-то, они все-таки, видимо, перейдут худо-бедно в шестое человечество земное. И тогда вы с седьмого спуститесь и будете ими руководить. Ясно? Вот тогда. Потому что там будут и нерадивые, не совсем радивые. Но будут, а иначе как? Там же не райское будет существование, да? Все-таки какие-то поляризации тоже должны быть, чтобы духовный продукт уже в большем количестве был таким полноценным. Видите, как интересно в перспективе. Все. Вот как-то Раману Махарши, слышали о таком, да? Спросили о греховных последствиях самоубийства. Люди, которые совершают самоубийство, на них тяжкий грех, его спросили, как вы к этому относитесь? А он очень просто ответил. Каждый человек, я его цитирую, фактически является самоубийцей. Вечное, исполненное блаженство, естественное состояние его задушено невежественной жизнью. Таким образом, нынешняя жизнь обусловлена убийством вечного, абсолютного существования. Разве это воистину не самоубийство? То есть в каждом из воплощений не выполняю свою главную задачу пребывания здесь на земле, мы совершаем духовное самоубийство. Вот и все. А иначе бы мы не пришли на эту землю. Духовные самоубийцы сюда не приходят. А мы упорно из воплощения в воплощение, не то что этим занимаемся, но большей частью эгоистичность нашего существования приводит к духовному самоубийству. Вот и все. Шдеврабенда. Невозможно сказать, близка ли или нет победа. Надо регулярно следовать духовной работе. Не думая ни о ближайшем, ни о далеком, устремляясь к цели, без экзальтации. Если она кажется близкой, не впадать в депрессию, если она кажется еще очень далекой. Он абсолютно прав. И только последовательная творческая работа на пути сознательной духовной эволюции, без постановки каких-либо задач, целей, ближайших целей или отдаленных, без ментального моделирования будущих событий, что должно быть, как должно быть, без торопливости, без ожидания, без разочарований, без сожалений. Вот что сегодня должно определять вашу внутреннюю позицию. То есть не должно быть ни цели, ни задач в духовной реализации. Вот если есть цель, это беда. Значит, вы хотите, эго ваше хочет, чтобы вы что-то достигли. Вот цели не должно быть. Ясно? Не должно быть цели. А что должно быть? Единственное, сердечное стремление вернуться домой, воссоединиться с Божественным. Это не цель, это стремление.
Цель идет от эмоциональной сущности, либо от ума, а стремление от сердца. Понятно? Вот что главное. Есть стремление, значит, будет победа. А если есть цель, будете топтаться на месте. Цель – поправить здоровье, соединиться с Божественным – цель. Вот я соединюсь с Божественным, это моя цель. И вот упорно. Нет, сердечное стремление соединиться с Божественным и цель достичь духовных каких-то высот – это разные вещи. Видите, сколько тонкостей при духовной реализации. Проверяйте себя иногда. А истина витальная? А? Истина витальная. Что истинное? Витальная. Что такое истинное витальное? Что такое? Ну, витальное, оно всегда истинное витальное. Оно не может быть не истинным витальным. Витальное, оно есть витальное. Ну, витальное, оно всегда витальное. Оно не может быть не истинным. Оно витальное есть витальное, ментальное есть ментальное. Ты понял о чем? Как это истинное? Что это витальное? Что это? А? Ты спрашиваешь, что такое витальное? Это хочу, непременно достигну, буду. Это вот витальное. Вот у него вот так вот все. Хочу. Ты про это спрашивал? Наверное. Я про истинное витальное. Ну, такого нет истинного витального. Что такое истинное витальное? Высшее витальное. Есть высшее витальное. Это такие грезы возвышенные, но все равно это продукт эгоизма нашего. Так что высшее витальное то же самое. Оно не истинное витальное, но высшее. Есть высшее, среднее, низшее. Там, оно подразделяется на регионы определенные. Энергетический центр, каждый энергетический центр из витальных, начиная от сердечного, кончая, ну, там тот, что в самом низу, это витальные центры. И в зависимости от частоты вибраций, каждый витальный центр фонит в человеке совершенно разными, так сказать, ну, уровнями витального несовершенства. Даже высшее витальное – это ничего не совершенно. Что там может быть совершенно? Вот те люди, которые выступали, серьезные люди, просят церковных песнопений, всяких обрядов, говорят, не спектакль ли это, который тешит высшее витальное. И люди удовлетворяются. Они считают высшее витальное, удовлетворение высшего витального, они считают это за духовную реализацию. На самом деле это не так. Никаких песнопений. В подвале где-то там, в бомбоубежище. Вы песни не поете, нет? Не нюхаете это елей. А духовная реализация возможна. Не только возможно, ее нужно-то, в общем-то, вне каких-то особых условий реализовывать. Понятно? Людей спрашивают, ну, как вы вот в храме, как себя чувствуете? Вот замечательно, вот причастился, выхожу на подъеме, а долго ли длится подъем? Ну, полчаса, может быть, я вот ощущаю, а потом опять в храм хочется, опять туда тянет. Это так же, как Данила Гранина в свое время спросили, может ли театр изменить человека? Он говорит, да, на полчаса. Так же и вот в храме, вот, ну, побывали, ну, полчаса, да, вышли оттуда, что дальше? Что дальше-то делать? При отсутствии стяжания духа, а вас там этому не учат, не говорят, как это делать, за неимением возможности правильно это все сказать, вот, и рекомендовать, вы так и будете привязаны к какому-то месту, вот там хорошо, то есть будете тешить свое витальное. Потом это будет по интересам клубы, как в протестантских церквях, при католицизме, у них там по интересам уже собираются, поболтали, поговорили, ну, клубная работа. Мы-то о серьезных вещах пытаемся говорить. Ответ матери на вопрос, карает ли божественная несправедливость. Божественный видит вещи не так, как люди. И ему не нужно ни наказывать, ни вознаграждать. Все действия людей несут в себе свои плоды и последствия. Действие в соответствии с своей природой либо приближает вас к Божественному, либо отдаляет от Него. И в этом есть Всевышнее следствие. Так вот, действительно, у Божественного нет понятия справедливости и несправедливости. Нету.
это моральные категории, которые не свойственны божественному. Они проистекают из ложного ментального сознания. Для божественного важно только одно: идет ли человек навстречу Господу, либо нет. Пусть и спотыкается, грешит, но идет. Это одно. А если не идет, но спотыкается, грешит или не грешит, или праведник, это другое. Понятно? Нет вот моральных категорий. Важно, куда идет человек, куда направлено его движение. Вот это важно. Либо туда, куда надо, для полномасштабной духовной реализации, либо в противоположном направлении. Сегодня это очень хорошо видно. Разные категории людей сегодня диагностируются прекрасно, особенно сознанием, которое получило божественный импульс. Кто куда идет, это видно. Либо сознание демонизируется, либо сознание действительно идет к свету. Вот сегодня в этом и есть прогресс в человеческом обществе. Прогресс. Понимаете? Прогресс в разделении людей на направление движения. Нет, хорошо. Значит, последние времена близятся. А так в человечестве действует неумолимый кармический закон. Он просто неумолимый, да? За содеянное надо как-то отвечать, потому что есть педагогика кармическая высшего порядка. Вот. Учебная программа определенная. Поэтому здесь не надо говорить божественно накажет. Нет, человек сам ломает или подправляет свою кармическую судьбу. Как ты относишься к тому, что с тобой происходит? Делаешь ли правильные выводы, уроки выучишь, либо ты продолжаешь одни и те же события, в общем-то, воспринимать как, вернее, в силу своей воли одни и те же события повторять, не до бесконечности, шлепнет судьба. Кармический закон бьет, иногда больно. Это к божественному не имеет отношения. Нет, кармический закон – закон духовной эволюции, один из непреложных законов. Это не божественное наказывает. Человек сам творец всех своих неприятностей. Надо это помнить. Сам. Единственная цель этого закона кармического – во что бы то ни стало привести индивида к божественной реализации. Если это удается, замечательно. Нет, так нет. Вот. Исполнение кармического закона находится в ведении нашей истинной сущности, в ведении психического существа, которое в ряде случаев вносит в него, в кармический закон, в зависимости от способности индивида к обучению, как он воспринимает это обучение, вносит необходимую корректировку. Он может смягчить кармические следствия, смягчить или ужесточить. Ясно? Что-то списать. Мы это все ждем, став на путь. Вот, я что-то натворил там, да, теперь жду, меня будут так же бить в равной степени. Нет. Если ты понял, извлек уроки и следуешь тому пути, который, в общем-то, и предполагается, да, в правильном выборе, то списывают свои кармические грехи. Нет их. Ясно? Нету, они перестают существовать. То есть вносится корректировка. Либо, наоборот, ужесточается, если это действительно нерадивый ученик. То есть это творческая работа кармического закона, которым руководит наша истинная сущность. Это все. И не путайте кармические следствия с наказаниями, исходящими от Бога. Бог не наказывает. Он не инквизитор, не пытает, не наказывает. Кармический закон – это та форма педагогики, которая просто обязана быть. Иначе человечество просто посходило бы с ума в своем, так сказать, анархическом статусе, в своей воле. Ясно? Есть просто сдерживающий фактор. У нас, у человеческих существ, всегда впечатление, когда мы думаем о божественном действии, у нас всегда впечатление супрачеловеческого действия, то есть действия, которое начинает с видения, затем решается. Это не так. Это происходит автоматически. Вот о чем она говорит, я хочу пояснить. Очень важный она вопрос поднимает. Когда люди пытаются себе представить, как действует божественное сознание,
то они всегда совершают одну и ту же ошибку, предполагая, что Господь вначале думает, а потом действует. Он подумал, а потом действует. Ну, Господь. Мы-то всегда думаем, а потом действуем. То и Господь, Он тоже этим занимается. Но это абсурд. Он мгновенно выбирает нужное и также мгновенно, абсолютно безошибочно действует. Без ума. Так же, как и мы в конечном счете должны, приблизившись к Нему, действовать. А то Он подумает, наказывать нас или нет. Значит, посидел, подумал и на завтра решил. Понимаете? Вот этого нет. Все мгновенно и спонтанно происходит. У Божественного все спонтанно. У него не может быть ума, потому что ум, мы знаем, что это такое. Вот эта беда. Вот с этой бедой он никак не связан. Это мы, как переходные существа, пребываем в поле ума временно, ну а потом с этим тоже придется расстаться. Таким образом, божественная мысль есть непосредственное действие. Сразу действие. Мысль – это действие. Нет мысли как таковой, нет выбора, а есть действие. Согласно этому принципу функционирует и наше супраментальное сознание, реализуя при этом сверхсознательную психическую деятельность. Вот наше новое сознание, которое мы способны обрести к работе на пути сознательной эволюции. Это оно подобно божественному, также функционирует. Мгновенно. Нужные слова, нужное решение, нужное поведение, без ума, без какой-то корректировки дополнительной. Вот. И вот в основу квантовой механики, вот я говорил о физическом мире, который за физическим чистым миром – это квантовый мир, определяющий все происходящее в физическом микромире, положен так называемый принцип неопределенности, когда имеется ряд вероятностных вариантов реализации чего-то, так или не так пойдет дело, да? Но почему-то реализуется именно то, что реализуется. Значит, существует и принцип божественной определенности. Ясно? Неопределенность в умах в наших, в ментальном сознании. Вот в переходном мире от божественного мира несознания к миру света, да, вот там неопределенность. Но почему-то всегда принимается нечто единственное, которое определяется где-то свыше. Неопределенность теоретически, а практически всегда единственная. Вот новый мир, он не имеет вариантов принятия решения в новом сознании без вариантов. И это всегда правильный вариант, потому что он единственный. Так вот, у божественного сознания, казалось бы, также имеется масса всевозможных вариантов. Так поступи, сяк поступи, думай и выбирай, однако мгновенно реализуется только то, что в данный момент целесообразно и действительно необходимо. Автоматически. И никакие наши ментальные доводы, а что в каждом конкретном случае было бы лучше, а что было бы нежелательно, а что было бы полезнее, все наши рассуждения ментальные, вот, они ему не указ божественному. Не можем мы ему указывать. Оно всегда выбирает, разумеется, с его точки зрения, самое наилучшее. Для нас наилучшее. Вот. Таким образом, только высшее сознание вносит определенность в этот туманный принцип неопределенности, нашей ментальной неопределенности. Божественное сознание, тут только так, и все. А то мы рассуждаем, может так, а может нет, может доедет, а может не доедет, может придет, а может нет. Вот этого там не бывает, к счастью, не бывает. Поэтому там посиделок, вот этих философских бесед не будет. С отрубленными головами. Понимаете? Нам все конкретно и прямо. Именно поэтому-то в основу сознательной духовной работы должен быть положен принцип «на все воля Твоя, Господи». Без выбора. Вот. То есть принцип невмешательства в работу Божественного нашей эгоистической волей. Не вмешиваемся. И все. Видите, как все упрощается. Не вмешиваемся, и все в порядке. Только вмешались – беда. Есть интеллектуальная позиция, которая накладывает нечто вроде вуали, нечто нереальное на восприятие вещей.
это позиция, это определенное отношение. Будто смотришь через какую-то вуаль или некую атмосферу, тогда как тело или истинное сознание чувствует в себе, оно с этим становится просто. О чем она говорит? Она говорит о том, что новое супраментальное сознание воспринимает окружающий мир без ума, без интеллектуальной вуали, вот с высшей ментальной формы ментальности, высший интеллект. Вроде бы это замечательно, это хорошо, но нет этой интеллектуальной вуали. Вы воспринимаете мир таким, каков он есть, никак не пропуская его через призму нашего ума. Хорошо, плохо, замечательно, там, вот этого нет. Вы представляете, вот как хорошо, как замечательно видеть мир просто таким, каков он есть. Мы же никогда его не видим таким, каков он есть на самом деле. У нас всегда к нему предвзятые отношения. Почему предвзятые? Что-то нам нравится, что-то не нравится. Это полезно, это бесполезно. И вот все, что приходит к нам извне, проходит через наше эгоистическое сознание, и мы всегда как-то к этому относимся. Хорошо, плохо, там, полезно, не полезно, ну, много чего, да? То есть нет прямого контакта с окружающим миром. Мы все время носим витально-ментальные очки. Мы зашоренные, мы не свободны. Весь мир воспринимает с нами, ну, кем как. Кем-то он адом, кипящим, кишащим, да, адовым котлом. Кем-то радужным он воспринимается замечательно, да, вот в каких-то радужных тонах. Есть же такие романтики тоже, ну, с идиотической романтикой, с такой, что все замечательно, все чудесно. Понимаете, вот надо просто видеть мир таким, каков он есть. Никаких эмоций, а вот он вообще-то совсем другой, чем тот, который мы воспринимаем нашим ментальным сознанием. Совсем другой. Вот попробуйте помолчать умом, никак не относиться к тому, что видите, слышите, начнете улыбаться. Для начала хотя бы. Ну, улыбаться будете. Это будет смешно даже. Как вы раньше видели этот мир, как вы вовлекались там во что-то, вот это правильно, это неправильно. И замечательно сказал Паисий Святогорец в свое время. Он сказал: у меня есть одно хорошее свойство, замечательное свойство. Я никогда не встаю на чью-то сторону, я никогда никого не оправдываю. Видите? Вот замечательная позиция. Никого никогда не оправдывайте, не занимайте ничью позицию, ничью сторону. Спорящих, там, враждующих. Потому что как только вы занимаете определенную позицию, да, значит, вы часть того несознания или часть той лжи, которая непременно с двух сторон присутствует, берете на себя. Зачем? Надо быть над схваткой. Этим ловко пользовался Сталин в свое время. Не можешь свалить, не царапайся, он говорил. Тогда это нужно было. В тех исторических условиях. Вот. Тело может быть радостным. Я бы сказал, сознание. Вот она опять под телом новую структуру понимает. Это, мы думаем, что это физическое тело, но это не так. Тело может быть радостным только в определенной атмосфере истины. Тогда там все словно расширяется, расслабляется, тогда появляется необычайная радость, которая совсем не имеет эквивалента в обычном восприятии. И действительно, пребывание в новом тонком вибрационном теле в состоянии абсолютной прозрачности энергетической сопровождается естественным, подчеркиваю, расслаблением и, уже говорили, растеканием своеобразно в беспредельности. Где-то ты везде и нигде. И при этом ты испытываешь состояние очень тонкое, состояние благодати, которое можно назвать тихой радостью просто бытия. Видимо, понятие у индусов ананда – это не есть нечто сверкающее, экзальтированное, а вот такая благодатная атмосфера или благодатное восприятие реальности, ананда. Просто радость бытия, радость жизни. Мы же практически никогда не испытываем, находясь в обычном ментальном сознании, радость существования, просто существования. Мы знаем эмоциональную радость, когда что-то там действительно случается, вот, которое способно вас как-то порадовать на какое-то время. Но чтобы тихая благодать постоянно осеняла ваше сознание с утра до вечера, да, вот,
Вот. Понятно? То есть радость просто существования людям не знакома. Вот постоянная радость. Вот какая-то экзальтированная радость может быть. А дальше-то что? А тут вдруг открывается целый мир благодатный, о котором вы помыслить-то не могли. Как это жить вот в благодати, в радости просто, с утра до вечера. Тут все рушится, все там взрывается, там, понятно, да? Спать человек пусть, отдыхай, нормально. Вы не обращайте внимания. Я разрешил спать, вот человек внял, я его понимаю. Вот. А вы что это самое сопротивляетесь? Ложитесь, есть эти упоры специальные для вас тут. Ну ладно, ну не все же хотят. Отдыхайте. Слушайте, отдыхайте. У меня впечатление, что даже сознание тела минимально личное. Иногда у меня больше нет ощущений границ моего тела. Да это так, оно становится почти будто бы текучим. И оно больше не должно иметь никакого личностного действия. Это даже не как личность, которая расширяет, чтобы вобрать других внутрь себя. Это не так. Это сила, это сознание, которое разливается во всех вещах. Вот она пытается с разных сторон вот это новое состояние, разными, так сказать, сравнениями, попыткой что-то с чем-то сравнивать, определить это новое состояние сознания. И действительно, новое супраментальное сознание не есть статичное личностное сознание. Вот мое личное сознание, оно расширилось, и я вот вижу мир в этом личном сознании. Это совершенно не так. Сейчас вот я буду говорить то, что, естественно, будет непонятно. То есть ты в новом состоянии сознания становишься окружающим миром. Людьми, событиями, вещами. Ты с ними отождествляешься. Ты не видишь их из какого-то центра, а ты ими становишься. Вообще, поначалу это очень странно. Мир-то он не такой уж чистый, и вот вроде бы отождествляешься этой грязью, а благодать не уходит. Знаете, вот ты под защитой. Вот. Раньше бы ты отождествляешься с грязью, ты же не отождествлялся с ней, ты просто на нее смотрел и возмущался. Тут совершенно другое состояние. Может быть, отождествляясь с грязью, ты, в общем-то, ее и врачуешь. Знаешь как, вот от тебя же есть какая-то связь с ней, да? Ну, примерно, я не говорю, вы поняли, да? Когда ты так осуждаешь, это одно, а когда ты становишься частью этой грязи, то, наверное, перетекает энергия какая-то. Но ты не грязь, ты просто с ней отождествляешься. Понятно или не очень? Вот это вот самое, наверное, непонятное из того, что божественное собой представляет. Потому что оно абсолютно чистое, и грязь ему чужда. Ну, грязь это тоже божественная вообще-то, да? Которое не обратилось к божественному временно, но оно должно же тоже как-то перевариться, перекреститься, переобратиться. Да? Значит, сам процесс духовной эволюции, он все планы сознания должен поднять на какой-то уровень со временем. Поэтому не торопитесь. Грязь тоже имеет право на существование, поскольку мы тоже из грязи откуда-то выросли, да? Потом лотосом стали. Ну, потом уже. А росли-то оттуда. Понятно, наверное. Так что не забывайте свое прошлое. Оно у нас тоже было не совсем чистым, не совсем совершенным, но на то она игра божественная. Потеряли себя, теперь находите. И вот находим, пытаемся находить. Да? Получается. Не все сразу, но нормально. Вот. Знаем как, главное. И вот это состояние, что ты неотделим от всего сущего в новом своем качестве, оно становится настолько очевидным, что не требует больше никаких доказательств, что вы состоялись все-таки как результат божественной игры «Найди себя». Теперь вы, я бы сказал, просвещенный зритель в театре жизни. То есть вы зритель в театре жизни, но просвещенный зритель. Понятно? Не отдураченный, не оболваненный. Вот в чем заключается профессия актера? Знаете? В чем? Убедительно соврать. Правильно. Талантливо можно соврать, но соврать. Понятно? Актер же врет. И вот ярчайший пример, вот когда актер, вот какой он есть, он играет. Вот в фильме ему не надо играть, это он.
Это Никита Михалков. «Вокзал для двоих», если помните. Паратов в «Бесприданнице». Вот это он. Он вот как рыба в воде. Это он вот настоящий. Ему играть не надо, это он. Понимаете? И Леонов. Вот он всю жизнь был вот таким, какой он есть. Это вообще удивительный человек. Вот я просто знаю это от людей, которые его близко знали. Вот Евгений Леонов. Так что профессия актера – это убедительно соврать. Журналист тоже убедительно соврать, потому что журналист правду говорить не может. Он не имеет права говорить правду, потому что он работает в определенной организации, которая его заставляет говорить то, что это нужно, вот этой организации. И даже если он имеет какое-то собственное мнение, да, он тоже все равно врет, потому что у него давлеет над ним вот то, что он должен был сказать по указке. Так что в журналисты и в актеры детей не отдавайте. И в фигурное катание не отдавайте. Первое место одно, а те, кто его не занимает, у них судьба калечится очень сильно, с детства. Одно первое место. Два там, где-то второе, третье. Вот. Ой, ладно. Что-то отвлеклись мы от главного. Нет, от божественного мы же не отвлеклись. Да. Вот в ранней молодости, была у меня тоже ранняя молодость, я был в чем-то наивен, интересовался кинематографом, итальянским кинематографом. Там были великие режиссеры Феллини, Пазолини, там много чего. Да, фильмы были, которые сами итальянцы никогда не смотрели. Да, вот «7,5», по-моему, фильм вот, это был. У нас его смотрели, он странный фильм, конечно. А в Италии, когда кто-то, Бондарчук с Феллини ехали на автомобиле, он говорит, вот моя картина, вот кинотеатр. Там, говорит, меньше половины зала вот на моем фильме присутствует. А у нас вот все, Пазолини, Феллини, Антониони, вот все там. Вот и меня когда-то тоже это интересовало, эти фильмы. Пытался смотреть, в этих записях они были. Вот. Сейчас там любой фильм можно взять и скачать. Вот. И у меня вдруг возникла одна взбалмошная идея, что мне хотелось бы поставить такой фильм, в котором меня бы не существовало. Вот я бы не был, я был постановщик, но меня бы не было. Потому что в картине, в любой, я всегда видел автора, который пытается навязать зрителю свое видение событий экранных, там, актера, который это пытается реализовать. Мне как-то это всегда мешало смотреть, а в театре особенно. Я вранье видел там, просто изначально. Входя в зал, я знаю, что я буду врать. Вот. И вот хотел бы я фильм такой придумать, чтобы вот я был всем, но меня бы не было. Вот такое странное было ощущение. И теперь я понимаю, что мне тогда хотелось видеть мир не глазами человека, а глазами Господа, наверное. Вот все, что происходит, вот оно вот так. И среди кинорежиссеров, да, и теперь это, наверное, состоялось, потому что вот я теперь вижу этот мир как режиссер-постановщик, как актер и как зритель. Бывший актер, я же уже не играю. Вот. Как зритель я могу видеть этот мир уже по-другому совершенно. Такая интересная история. Вот среди кинорежиссеров нечто подобное я наблюдал в фильмах Сакурова. Он пытался это делать, но все равно Александр Сакуров. Это то самое зависимое искусство, когда как бы там ни было все хорошо, режиссура, актеры, осветители, сценаристы, но это от людей исходит, не от Бога. Невозможно это сделать. Вот. А что касается писателей, то, на мой взгляд, только Андрей Платонов, сам того не подозревая, обладал уникальной способностью воспринимать упадочный, трагикомичный мир, который его окружал, глазами Бога. Вот как он это делал, мне до сих пор непонятно. Это непонятно, потому что это гений. Поэтому он вообще никак не воспринимается никаким писателем. Что это такое? Вообще что-то ужасное.
Потому что они это придумывают, а он не придумывал. Он просто видел так. Не ёдничал, не изгалялся. Без крайностей. А вот как факт. Это интересно. Ну ладно. Определенные переживания заставляют меня думать, что ощущение личного ограничения не является необходимым для физического существования. Всегда было такое впечатление, что тело нужно для физической индивидуализации, но индивидуализация не является необходимой. Ну, тут несколько путано, может, это звучит, но попробую это объяснить. Чисто физическая индивидуализация, то есть индивидуализация, которая выражается в обособлении вашего сознания от остальных сознаний, вот, в супраментальной жизни вовсе не обязательно, ибо ваше новое сознание, оно может отождествляться с любыми сознаниями, нет никакого разделения. Ни плохого, ни хорошего, просто есть некое единое сознание со своими как бы всплесками, со своими особенностями, но это все единое поле. А в обычном сознании вот это вот такое, это сякое, это пятое, это десятое, они как бы все вот по отдельности. Здесь нет этого. Здесь есть нечто единое, текучее, возможно, но никаких разделений нет, потому что это сознание волновое или вибрационное, оно никак не связано с нашим ментальным мышлением. И при этом ваше физическое тело остается просто, вот я уже говорил, ходячим символом материального существования. Тело-то есть, но это символ материального существования. Вы пока еще с ним не разделились, вернее, оно пока является инструментом нового сознания, но пусть является. То есть оно символичным становится, потому что не оно несет в себе сознание, не оно несет в себе индивидуальность, не оно, не физическое тело, к которому мы привыкли, что это мы особенные, что это мы исключительные, но на самом деле это исключительное мы в один момент может перестать существовать, как мухобойкой муху хлопает иногда и мокрое пятно. А вечное, то, которое не исчезает, оно, наверное, не в материальном все-таки должно проявиться, да, и проявляется. Вот. Мать по поводу магической силы, направленной против нее. Тогда я позвала Шри-Аурабинда и сказала ему об этом. Он мне ответил: ну что они могут тебе сделать? Что они могут сделать? Они не могут ничего, у них нет силы. Этого было достаточно. Естественно, пришла сила, это была сила с большой буквы, невероятная. Она действовала вот так. Она жест подавления дает по всему миру. Я провела ночь в неком белом могуществе, которое отбрасывало и ударяло всю нечисть. Так вот, если вы пребываете постоянно в состоянии тотального внутреннего покоя, включая покой в телесном сознании, да, если у вас нет ни страха, ни агрессии, а страх и агрессия – это одно и то же. Если у вас присутствует страх или агрессия, это одно и то же. Потому что агрессивные люди, они боятся, поэтому они агрессивны. Ясно? То есть любой агрессор – это трус. Вообще-то. Шкала одна и та же. Шкала эмоциональная или витальная. Вот. Если у вас нет ни страха, ни агрессии, то вы абсолютно неуязвимы как для враждебных сил тонкоматериального плана, так и для хищников физического мира, включая, разумеется, людей, которые могли бы вас как-то физически там уничтожить или подавить. Вы для них невидимы. У вас нет того фона, той вибрации деструктивной, эгоистической, по которой они могут ударить или притянуться к вам. Понятно? Нету, вы невидимы. Вы есть, но вы невидимы. На уровне вибрации вы не опознаетесь ими как объект, который надо нападать. Понятно? Им нужен центр притяжения вибрации, который притягивает. А ее нет. Ни страха, ни агрессии нету. А? Вспышку энергии, а тут все ровно. Поэтому и не заметно. Ну, может быть. Вот. Видите, как интересно. То есть у вас нет ни единой пораженческой вибрации, способной притянуть какие-либо деструктивные силы или дурные воли. Всякие сглазы, там, порчи. Нет у вас этих, так сказать, вибраций пораженческих. Нет надежной защиты, чем защита Господа. Самая надежная защита, если вы ему доверяете, вы в состоянии покоя.
все надуманные способы энергетической защиты одних воинственно настроенных агрессоров от других, которые проповедуются в ряде школ, в частности, школа ДИР есть, так называемая школа ДИР, где учат нападать, учат защищаться от внешних каких-то энергетических нападок, да? Вот. Все это, в общем-то, не имеет под собой никаких серьезных оснований, а если прямо говорить, то это глупость. Ибо все, что исходит не от Господа, а от усилий человеческого эго, неизбежно терпит крах. Это бесполезно. Вот. И вот один молодой экспериментатор признался мне, он пришел на нашу беседу и сидел где-то слева от меня, ряду на втором или на третьем, вот, и краснел, пыжился, тужился. Я уж подумал, может, у него что-то там с мочевым пузырем, хотел ему посоветовать выйти. Вот. Но он тужится, смотрю, ерзает. Дождался я перерыва, Марья Павловна. Я говорю, молодой человек, ты чего? Он говорит, вы знаете, вот я в школе ДИР занимаюсь. И я вот пришел попробовать на вас повоздействовать. Как вы защищаетесь? Вот я смотрю, что вот у меня не получается. Вот меня учили, я вот решил на вас поэкспериментировать. Я говорю, молодец, хороший парень. Признался, рассказал. Вот. Я, говорит, силился, вот там что-то посылал, вот, но я-то не реагировал никак. Соответственно, то, что он посылал, к нему возвращалось. Ну, так вот бывает. Ты посылаешь, у меня как от стенки горох, и к нему. Вот. И он очень нервничал. Я его посоветовал, посидеть еще пару часов, может, после обеда. Может, что-то прояснится, попробуй. Он еще, по-моему, отсидел пару часов, но не выдержал до обеда. Вот он и ушел. Понял, что... бесполезно. Я говорю, я никак не защищаюсь, потому что я никого нападать не собираюсь. Что я буду защищать? Сам не собираюсь нападать, и не знаю, как я буду специально защищаться от кого-то, от тебя. Тебе плохо, мне-то ничего было, нормально. Так что, видите, вот такой интересный эксперимент, он мне продемонстрировал, как вот это самое... можно избавиться вот от этих всяких... в нештатных ситуациях, как можно себя обезопасить. Вот. И чем больше он старался, он мне признался, тем хуже ему становилось самому. Вот. Он меня спрашивает, а вы кокон создаете? Вот какой-то там вот веретено, кокон. Я говорю, кокон, если создает, то Господь. Я ничего не создаю, я ему сказал. Но ему это непонятно. Кокон он должен создавать. Эго должно кокон создавать. Что Господь создает кокон, ему это было непонятно. Кокон или не кокон, я не знаю.